Здорово-здорово, братишки и сестренки, приятного аппетита всем, кто кушает, вы на канале Nix and Play. Товарищи сталкеры, этот крупный розыгрыш благодаря Коляну 92. Спасибо тебе огромное, братишка, за такие призы. В начале следующего ролика будет выбрано 3 победителя. И все призы я разделю среди них. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий, не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Ну и конечно же, отблагодарить Коляна за такую щедрость. Итоги розыгрыша ты узнаешь уже в следующем видео. Желаю удачи! Как-то ранее на канале у меня было видео о том, как получить автомат АК-107 или 109 у отставного полковника. Но с выходом обновления то видео стало уже не актуальным, и пришло время освежить информацию. В прошлом способе тебе нужно было бегать почти месяц по так называемому сталкерскому кругу, затем добивать очки торговли некоторыми квестами. В общем и целом запутанная схема получалась. Сейчас же для меня все намного проще, чем было до этого. Для того, чтобы начать получать очки торговли, тебе нужно завершить квест знакомства с полковником. Делается это очень просто. Приходишь в поселок Радиус на Тунгуску и разговариваешь с полковником. После завершения этого квеста открываются ежедневные задания у отставного полковника. Задание «Дай краба». Периодичность его выполнения раз в 8 часов. По квесту тебе требуется принести 3 лапы панцирной верелёки. Ты можешь их купить с доски или же наковырять сам на болотах, которые находятся на этой же локации. За разовое выполнение этого квеста тебе будет начислено 60 тысяч рублей, 70 тысяч опыта и 50 очков торговли. Так как этот квест можно выполнять раз в 8 часов, то в день ты сможешь сдавать его 2 раза, не напрягаясь, и в сумме получать уже 100 очков торговли, а не 50. Задание «Игра в бабки». По нему тебе требуется принести полковнику 15 колен Борова. Их ты также можешь купить с доски или же нафармить сам. Советую идти на караван, там их очень-очень много и фармятся они быстро. На Тунгуске же за Боровов идет война, и респаются они только ночью. За сдачу квеста ты получаешь 90 тысяч рублей, 86 тысяч опыта и 40 очков торговли. Квест можно сделать раз в 12 часов. Задание «Кто клешню обронил» выдается раз в 16 часов, требуется принести 30 лап верлёки. Добыть их вообще проблем абсолютно никаких, на болотах этих верлёк просто завались. Ну а если ты лентяй, то можно просто их купить с доски и не напрягаться. За выполнение задания ты получаешь 40 тысяч рублей, 36 тысяч опыта и 20 очков торговли. Задание 100 ножек, берется оно раз в 16 часов, требуется принести полковнику 100 лап большого паука. Делается вообще на изи, к тому же предыдущее видео по фарму у меня на канале как раз про фарм этих самых ножек. Покупать не советую, так как набить их самому труда вообще не составляет. За выполнение получаешь 35 тысяч рублей, 32 тысячи опыта и 20 очков торговли. Если ты не видишь торговлю отставного полковника, не переживай. Для того, чтобы открыть торговлю с ним, нужно заработать 3000 репутации в поселке Радиус. Это тоже не беда, за выполнение каждого квеста тебе будут начисляться и очки репутации, так что можешь не упираться в этом. Торговля откроется сама собой после неоднократного выполнения ежедневных квестов у отставного полковника. Да и не только у него, а вообще во всем поселке Радиус. У полковника есть еще один жирный квест. За его выполнение он дает 250 тысяч опыта и 300 очков торговли. Но откроется он у тебя, когда достигнешь 1000 очков репутации у Радиуса. А для того, чтобы выполнить этот квест, тебе потребуется принести полковнику 8 лап торфяного паука. И называется этот квест «Услуга Радиуса». Я всего один раз давал это задание основному полковнику, потому что лапы торфяного паука стоят немалых денег на доске. И затраты, даже часть на них не покрывается при сдаче квеста. Выполнять его или нет, думай сам. Я бы не советовал, так как квест очень затратный. Если с полковником все понятно, его задания доступны постоянно, то уж топора задания доступны не всегда, а лишь в момент, когда проходит соревнование. Соревнование начинается, когда пройдет 24 часа с момента завершения предыдущего соревнования, а длится до тех пор, пока прогресс текущего соревнования не достигнет 100%. Надеюсь, все понятно и доступно. Результаты соревнований можно посмотреть на доске. Так вот о чем я. При активном соревновании у штопора будут доступны квесты «Психогенератор» и «Склизкая ситуация». В квесте «Психогенератор» требуется принести штопору 5 медальонов зрячего и 10 медальонов слепого ведуна. Зрячего ведуна можно встретить на Тунгуске возле разбитого самолета в квадрате D5-2 и возле разбитого вертолета в квадрате А2-4. Слепых ведунов, насколько мне известно, на Тунгуске нету. Придется либо покупать с доски, либо бежать в окрестности Любича на Стоунхенджах фармить их самому. За выполнение квеста ты получаешь 150 тысяч рублей, 70 тысяч опыта и 50 очков торговли поселка Радиуса. Выполняется квест раз в 23 часа. Квест «Склизкая ситуация» берется также у штопора, и в нем тебе потребуется убить 10 густых студней. Водятся они на болоте, и найти их не составит никакого труда. Выполняется квест раз в 6 часов, поэтому выполнить его можно с легкостью 2 раза за день, а то и 3. За разовое выполнение ты получишь 60 тысяч рублей, 45 тысяч опыта и 50 очков торговли.
Если выполнять все эти квесты ежедневно, то за один день ты будешь получать около 330 очков торговли и кучу опыта в день. Для того, чтобы заработать 20 тысяч очков торговли, а именно такое количество требуется на АК-107 и 109, тебе потребуется плюс-минус 60 дней. Если ты будешь делать все эти квесты с премиум аккаунтом на 30 дней, то ты будешь получать на 20% очков торговли больше. И завершишь все это дело уже за 50 дней, то есть на 10 дней быстрее. А если ты по каким-то причинам не можешь купить себе премиум, теперь это не проблема. Вводи промокод Nixon в меню игры и забирай премиум себе на аккаунт абсолютно бесплатно. Причем неважно, где ты играешь, Steam, Launcher или ВК. Промокод работает абсолютно везде. Сам промокод находится в описании, закрепленном комментарии. Забирай, пока тема рабочая. Также, чтобы ускорить процесс фарма очков торговли, можно иногда покупать бустер очков торговли, но надо правильно его использовать. Смотри как. Берешь все задания от стального полковника и уштопора, без бустера. Ждешь отката всех квестов, отследить можно в группировках. И как все задания откатятся, покупай бустер очков торговли 2,5х. Активируй его, сдавай все задания, сразу же бери все задания еще раз и сдавай их снова. Затем просто жди отката и сдавай, пока не кончится бустер. Это небольшая хитрость, которой я пользуюсь сам и по сей день. А если будет еще и премиум, то бустер стакнется с ним, и ты получишь еще больше очков торговли. Во как. Еще можешь продавать дульники полковнику. За один дульник дается 5 очков торговли, но это выгодно постольку-поскольку. Чисто для того, чтобы ускорить фарм этих самых очков. По моему мнению, будет вполне достаточным премиумом бустера. Эти две вещи достаточно ускорят получение очков торговли, особенно бустер. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий. Для меня это лучшая благодарность за мой труд. Увидимся в зоне. Ну, проветришься, заходи.